Сегодня расскажу о самых необычных местах на Земле. Пещера кристаллов, самостоятельно перекатывающиеся камни, необъяснимые холмы, природный ядерный реактор и многое другое. Поехали! В канадском Гудзоновом заливе скрывается странная аномалия. Гравитация здесь ниже, чем в других местах на Земле. Ускорение свободного падения уменьшено на 0,05% от средней величины. Ученые долго ломали голову, почему так происходит, и пришли к выводу, что причина кроется в древнем леднике, который исчез около 10 тысяч лет назад. Почти половина снижения объясняется тем, что земная кора до сих пор медленно выпрямляется после исчезновения тяжелой массы льда. Остальное вызвано аномальными потоками в мантии. Долгое время феномен движущихся камней в долине Рейстрек-Плайя, США, оставался загадкой. Тяжелые валуны массой до 300 килограммов двигались сами по себе, оставляя за собой следы на высохшем глинистом дне озера. Лишь в 2014 году ученые раскрыли секрет. Зимой на поверхности озера формируется тонкий слой льда, и ветер сдвигает ледяные панели, толкая за собой камни со скоростью около 2 метров в минуту. На равнине в штате Вашингтон, США, лежит загадочная территория, покрытая странными холмами Мима. Миллионы этих куполов диаметром от 3 до 50 метров и высотой около 2 метров загадочно и равномерно распределены по площади около 1000 гектаров. Несмотря на многолетние исследования, происхождение холмов до сих пор не ясно. Версии варьируются от следов землетрясений до деятельности мелких животных, но ни одна из них не объясняет всех особенностей ландшафта полностью. В Намибии лежит самый большой цельный метеорит на планете – Гоба. Этот железный гигант массой около 60 тонн упал на Землю примерно 80 тысяч лет назад. Но необычен он тем, что при падении не образовал никакого кратера. Причина этого в его идеально плоской аэродинамической форме, благодаря которой он затормозил о земную атмосферу и мягко опустился на поверхность, став самой крупной небесной глыбой, которая лежит на Земле именно там, куда упала. Белая пустыня Египта – один из самых сюрреалистичных пейзажей планеты, напоминающий инопланетные ландшафты. Ветры и пески тысячелетиями вытачивали из меловых пород сотни причудливых башен и грибов белоснежного цвета, которые особенно эффектно смотрятся в свете Луны. В 2002 году эту территорию объявили национальным парком, охраняя удивительные формы от разрушения человеком. В Африке на территории Габона 2 миллиарда лет назад действовал самый настоящий природный ядерный реактор. В месторождении урана Окла ученые обнаружили следы природных цепных реакций, которые длились около 100 тысяч лет, вырабатывая тепло, сравнимое с небольшой атомной электростанцией. С тех пор нигде на Земле таких реакций естественного происхождения больше не находили. В румынской пещере Мавиле около 5,5 миллионов лет полностью изолирован от внешнего мира целый миниатюрный мир. Жизнь здесь существует совсем без света и фотосинтеза за счет химических реакций с сероводородом. В атмосфере пещеры почти нет кислорода, зато концентрация углекислого газа превышает земную в 100 раз. Здесь ученые открыли около 60 уникальных видов существ, треть которых не встречается больше нигде на планете. На стыке Венесуэлы, Гайаны и Бразилии возвышается гора Рарайма. Таинственная столовая гора, гора с плоской вершиной, напоминающая стол, окруженная отвесными стенами высотой до километра. Ее вершина площадью 31 квадратный километр является настоящим затерянным миром с уникальной экосистемой, треть видов которой не встречается больше нигде на Земле. Именно это место вдохновило Артура Конан Дойла на написание знаменитого романа «Затерянный мир». В мексиканской шахте Найка на глубине 300 метров
находится удивительная пещера гигантских кристаллов – Cueva de los Cristales. Здесь растут огромные, как балки, кристаллы селенита длиной до 12 метров и весом до 55 тонн. Но посещение этого природного сокровища смертельно опасно. Температура внутри доходит до 60 градусов Цельсия, а влажность близка к 100%. Поэтому люди могут находиться там лишь в охлаждающих костюмах и не больше нескольких минут подряд. На индонезийском острове Ява существует искусственный грязевой вулкан Люси, который появился в результате неудачного бурения газовой скважины в 2006 году. С тех пор он непрерывно извергает раскаленный газ и грязь, за 20 лет похоронив под собой уже более 10 квадратных километров территории и несколько деревень. Ученые предполагают, что это извержение продлится еще десятилетия, пока не иссякнет подземный резервуар. В Боливии находится крупнейшая соляная пустыня Салар де Уюни, самое ровное место на планете, идеальное для настройки спутниковых приборов. В сезон дождей покрывающий поверхность слой воды превращает плато в огромное зеркальное озеро диаметром около 129 километров. С высоты оно выглядит настолько необычно, что кажется отражением неба на земле, притягивая тысячи путешественников и фотографов. На канадском острове Баффин возвышается гора Тор, известная самой высокой отвесной скалой на Земле, которая поднимается вертикально на 1200 метров. Скала настолько крутая, что местами нависает над землей, образуя угол в 105 градусов. Первые альпинисты смогли покорить эту гранитную стену только после 33 дней труднейшего восхождения в 1985 году. Для бейсджамперов гора стала идеальным местом для прыжков, однако официально они запрещены. В пустыне Египта спряталась уникальная долина китов – Вади Аль-Хитан. Среди песков здесь лежат сотни скелетов древних китов – археоцетов, которые когда-то имели ноги и могли ходить по суше. Эти останки настолько хорошо сохранились, что позволяют ученым четко видеть, как наземные млекопитающие постепенно превращались в обитателей океанов. За это ЮНЕСКО признало место важнейшей летописью эволюции морских животных на Земле. В южной части Тихого океана, у берегов Австралии, возвышается самая высокая морская скала планеты – Болс-пирамид. Этот узкий базальтовый кинжал поднимается вертикально на 572 метра из океана, а его ширина не превышает 300 метров. На этой крохотной скале выжила единственная в мире популяция гигантской палочницы Дрекоцелус australis, которую почти 80 лет считали вымершей. Она стала символом того, как жизнь способна держаться в самых невероятных местах. В Танзании находится озеро Натрон, печально известное тем, что оно буквально окаменяет животных. Сильно щелочная вода pH до 10,5 и температура до 60 градусов Цельсия быстро покрывает погибших птиц и животных коркой соды и соли, словно превращая их в статуи. Но парадоксально, именно в этом смертельном озере выводит потомство крупнейшая в мире популяция малого фламинго. Около 75% всех птиц этого вида рождаются здесь. В Атлантике, недалеко от Исландии, появился остров Сюртсей, родившийся совсем недавно, в 1963 году, после мощного подводного извержения. С тех пор он стал уникальной природной лабораторией. Доступ сюда имеют только ученые, которые внимательно наблюдают, как постепенно формируется жизнь от бактерий и растений до насекомых и птиц. Это исследование первичной сукцессии уже стало классикой в биологии. Под километровым слоем льда Гренландии ученые обнаружили грандиозный каньон длиной 750 километров и глубиной до 800 метров, прозванный Гранд-каньоном Гренландии. Он был выточен рекой еще до начала ледникового периода
и теперь служит гигантским дренажом, направляя талые воды ледника к побережью. До недавнего времени никто и не подозревал о его существовании, пока его не увидели с помощью радаров НАСА. Посреди Мавританской Сахары лежит гигантская загадочная структура – глаз Сахары или структура Решат, идеально видимая даже из космоса. Огромные концентрические круги диаметром около 50 километров первоначально приняли за след метеорита, но теперь ученые считают, что это результат эрозии поднявшегося купола древних горных пород. Глаз Сахары стал любимым ориентиром для астронавтов. В американском штате Юта находится крупнейший и самый тяжелый живой организм на планете, названный пандо. Это не обычное дерево, а целая колония тополя осинообразного площадью 43 гектара. Все 40 тысяч деревьев – клоны одного единственного корня, и весит весь комплекс около 6 тысяч тонн. Возраст этой живой рощи оценивают в десятки тысяч лет, но в последние годы ее площадь сокращается из-за деятельности человека и животных. На севере Австралии, в заливе Карпентария, регулярно наблюдается уникальное атмосферное явление – облако «Утренняя Глория». Это громадный облачный вал длиной до 1000 километров, который движется со скоростью до 60 километров в час и напоминает гигантский небесный цунами. Облако образуется из-за столкновения воздушных масс над полуостровом Кейп-Йорк и привлекает пилотов-планеров со всего мира, которые специально приезжают сюда, чтобы прокатиться на этом воздушном феномене. В сердце Евразии, в китайской пустыне Дзасатын-Элисун, скрывается самая удаленная точка суши от любого океана. Этот полюс недоступности находится настолько далеко от воды, что до ближайшей береговой линии приходится преодолевать почти 2645 километров, дальше, чем знаменитая точка Немо в океане, удаленная от суши. Здесь нет рек, нет городов, только сухой, потрескавшийся глинисто-соляной грунт, по которому гуляют беспощадные ветры. На Тихоокеанском необитаемом коралловом острове Эйл-Малк спряталось уникальное озеро с миллионами золотых медуз, которые за тысячи лет потеряли способность жалить. Изолированные в закрытом известняковом водоеме, медузы превратились в совершенно безвредных существ. Впрочем, любопытство дайверов останавливает опасность, скрытая ниже 15-метровой глубины, где накапливается ядовитый сероводород, смертельный для человека. На Мадагаскаре раскинулся удивительный каменный лес Цинги-де-Бемараха, созданный дождями, которые за миллионы лет превратили известняковое плато в лабиринт из острых, словно лезвия, каменных шпилей. Настолько острый, что местные жители называют это место Цинги, что означает «идти на цыпочках». Уникальность этих скал еще и в том, что на разных уровнях образовались изолированные микроэкосистемы с десятками видов животных и растений, которые больше нигде не встречаются. Зеландия – почти невидимый континент, спрятавшийся под волнами Тихого океана. Новая Зеландия и Новая Каледония – это всего лишь небольшие участки гигантского континента, примерно такого же размера, как Австралия. Только 6% этого континента выглядывают над уровнем моря, остальные 94% скрыты под толщей воды. Геологи предлагают официально признать Зеландию 8-м континентом, благодаря убедительным научным данным последних лет. В Мексике находится самая длинная подводная пещера мира – система Сак-Актун, протяженностью более 369 километров. Систему открыли недавно, в 2018 году, когда дайверы обнаружили соединение двух больших карстовых пещер. Подводные коридоры настолько узкие, что погружения здесь чрезвычайно сложны и опасны, особенно из-за облаков водородного сульфида и археологических артефактов эпохи майя, которые легко повредить.
Под километровыми слоями льда Антарктиды обнаружен возможный гигантский кратер диаметром около 500 километров. Эта загадочная структура, известная как кратер Земли Уилкса, возможно, появилась от столкновения с Землей огромного астероида около 252 миллионов лет назад. Именно тогда, когда произошло массовое вымирание в конце Пермского периода. Если ученым удастся подтвердить эту гипотезу, то он станет крупнейшим ударным кратером, найденным на нашей планете. Китайская пустыня Бадын-Джаран знаменита своими поющими барханами, крупнейшими стационарными песчаными дюнами на Земле высотой до 500 метров. Между ними притаились более сотни озер различной солености. Когда песок с барханов начинает обваливаться под действием ветра, дюны издают глухой гул, громкость которого достигает 105 дБ. Настолько мощный звук, который можно услышать за десятки километров. На границе Руанды и Конго лежит уникальное озеро Киву, природный газовый склад с огромными запасами метана и углекислого газа, растворенными на глубине. При любой сильной вулканической активности газ может резко высвободиться, что приведет к мощному взрыву, цунами и выбросу ядовитых облаков, угрожающих жизни 2 миллионов человек на берегах. Чтобы снизить риск, метан уже добывают для выработки электроэнергии на специальной электростанции. Под волнами южной части Индийского океана скрывается еще один загадочный континент – плато Кергелен. Почти весь он находится под водой, и только несколько островов, таких как Кергелен и Херд, выступает над поверхностью. Площадь этой затонувшей земли сравнима с территорией Мексики, а последние крупные участки суши ушли под воду около 20 миллионов лет назад. В Атлантическом океане, на глубине, где нет солнечного света, уже более 120 тысяч лет существует странный затерянный город – гидротермальное поле Лост-Сити. Его щелочные воды богаты метаном и водородом, а уникальные карбонатные башни достигают 60 метров высоты. Это место представляет огромный интерес для ученых, поскольку позволяет изучать процессы, которые могли привести к зарождению жизни в условиях, совершенно не похожих на те, которые принято считать пригодными для жизни. В северо-восточной части Бразилии лежит удивительное место Ленсойс Мараньенсис, которое называют пустыней, хотя это не совсем так. Половину года после сезона дождей здесь образуется целая сеть тысяч лагун, заполняющихся пресной водой до глубины 2-3 метров. С высоты это похоже на сказочный пейзаж, бесконечные белые дюны, между которыми переливаются бирюзовые и соленые озера. Ближе к декабрю лагуны исчезают, чтобы снова наполниться после нового сезона дождей. В сердце пустыни Сахара, в Чаде, находятся уникальные озера Унианга. Несмотря на полное отсутствие дождей, менее 2 мм осадков в год, эти 18 водоемов остаются полноводными уже тысячи лет благодаря подземным источникам. Оазис поражает контрастом. Среди беспощадных песков растут густые заросли тростника, которые, защищая воду от палящего ветра, помогают сохранять ее уровень стабильным. На острове Тринидад есть необычное озеро – гигантская природная асфальтовая яма Пич-Лейк. Это крупнейший в мире естественный источник битума, запас которого достигает десятки миллионов тонн. Озеро глубиной до 75 метров служило человечеству еще в 19 веке, когда его асфальт использовался для покрытия первых улиц Нью-Йорка и Вашингтона. Озеро Эйр Кати-Танда в Южной Австралии обычно выглядит как огромная сухая соляная впадина, расположенная ниже уровня моря на 15 метров. Но раз в несколько десятилетий сюда приходит большая вода, наполняя озеро и превращая его в настоящее внутреннее море площадью около 9500 квадратных километров. За последние 1,5 века озеро полностью наполнялось всего 3 раза, и
и сейчас, в 2025 году, оно снова достигает своего исторического максимума. На Гавайских островах находится лавовая пещера Казумура, самая длинная и глубокая лавовая труба в мире. Ее протяженность составляет более 65 километров, а вертикальный перепад высот превышает 1100 метров. Возникла она сравнительно недавно, всего около 500 лет назад, и сегодня представляет собой сложную экосистему, где растения прорастают прямо сквозь потолок, а подземный мир населен уникальными эндемиками, приспособленными к абсолютной темноте. На суровых просторах Антарктиды расположен вулкан Эребус, самый южный активный вулкан на планете. Уникальный тем, что в его кратере уже более 50 лет непрерывно кипит постоянное лавовое озеро. В холодном климате, где температура опускается ниже минус 50 градусов Цельсия, раскаленная лава создает удивительный контраст, который фиксируется спутниками и вызывает большой интерес ученых. В штате Нью-Йорк есть водопад, за струями которого горит вечный огонь. Природный газ медленно просачивается из древних сланцев на глубине около 400 метров, поддерживая непрерывное пламя. Водопад получил название Eternal Flame Falls – водопад вечного пламени. Иногда сильный ливень гасит огонь, но путешественники неизменно его снова зажигают, поддерживая мистический облик этого удивительного места. В Центральной Азии, в Казахстане, находится удивительное озеро Балхаш, которое поразительно делится на две совершенно разные части. Его западная половина наполнена пресной водой, а восточная – соленой. Причиной служит узкий пролив, который мешает воде смешиваться. Это различие настолько велико, что даже рыбы и микроскопические организмы по разные стороны пролива заметно отличаются, а прозрачность и глубина воды могут варьироваться в разы. На острове Флорес в Индонезии расположены 3 уникальных озера Келимуту, которые постоянно меняют свой цвет. Озера находятся в кратерах вулкана, и благодаря химическим реакциям и активности вулканических газов вода в них приобретает оттенки от молочно-бирюзового до почти черного. Эти изменения цвета происходят так быстро и непредсказуемо, что каждый месяц пейзаж может выглядеть совершенно иначе, что притягивает исследователей и туристов со всего мира. В пустыне штата Невада возник случайный, но невероятно красивый гейзер под названием Fly Geyser. Он появился в результате ошибки при геотермальном бурении в 1964 году, когда из незакрытой скважины начала фонтанировать горячая вода температурой около 93 градусов Цельсия. За несколько десятилетий вокруг образовались красочные конусы из минералов высотой около 2 метров, окрашенные в яркие оттенки зеленого и красного термофильными водорослями, которые процветают в горячей воде. В туркменской пустыне Каракумы находится знаменитый газовый кратер Дарваза, известный как Врата Ада. Образовавшись в результате неудачной разведки газа в 1971 году, он горит уже более 50 лет. Кратер шириной около 70 метров непрерывно пылает огнем, температура которого достигла 1000 градусов Цельсия. Однако сейчас, спустя полвека, запасы газа постепенно истощаются, и пламя становится слабее. Так что врата ада могут вскоре погаснуть сами собой. Посреди Берингового пролива расположились острова Диомида, разделенные не только узким проливом в 3,8 километра, но и линией перемены дат. Малый Диомид принадлежит США, а большой – России, и разница во времени между ними составляет 21 час. В зимние месяцы, когда пролив замерзает, теоретически можно пройти пешком из сегодня в завтра, пересекая одну из самых необычных границ на Земле. На удаленном острове Тристан-да-Кунья посреди Атлантического океана живет самая изолированная община на планете.
Всего 250 человек населяют это вулканическое образование, от которого до ближайшей суши около 2400 километров. Добраться сюда можно только на корабле, причем путешествие занимает около недели. Никакое другое поселение на Земле не расположено настолько далеко от цивилизации. В австралийской Пилбаре ученые обнаружили древнейшие следы наземной жизни – строматолиты возрастом около 3,5 миллиардов лет. Эти образования представляют собой слоистые булочки, созданные бактериями вроде древних гейзеров и горячих источников. Находка стала важнейшим доказательством того, что жизнь могла зародиться не только в океане, но и в условиях сухопутных термальных источников, значительно раньше, чем предполагалось ранее. На побережье Новой Зеландии разбросаны удивительно ровные каменные сферы – валуны Майораки. Эти шары диаметром до 2 метров выглядят почти идеально круглыми и имеют характерно потрескавшуюся поверхность, словно панцирь черепахи. Образовались они миллионы лет назад из донных морских отложений, постепенно обточенные морскими волнами. Сегодня это место стало одной из самых фотографируемых достопримечательностей страны. Пустыня Лут в Иране – самое жаркое место на суше, где спутники зафиксировали рекордные температуры поверхности, достигающие 70,7 градусов Цельсия. В течение нескольких лет подряд Лут официально признавался самым горячим участком Земли, опережая даже знаменитую долину смерти и африканские пустыни. Здесь настолько жарко, что бактерии и растения практически отсутствуют даже в глубине почвы, что делает это место практически стерильным природным котлом. В различных уголках планеты можно встретить один из самых необычных миражей – Фата Моргана, который чаще всего появляется над морем или пустынями. Он выглядит как парящие в воздухе замки, корабли или острова, многократно перевернутые и искаженные. Это происходит из-за того, что световые лучи преломляются в тонких слоях воздуха разной температуры, создавая удивительно сложные визуальные иллюстрации, которыми в древности объясняли множество мифов и легенд. Вот такие удивительные природные образования и эффекты существуют на нашей планете. Если понравилось, подписывайся. Увидимся в новых выпусках.